общем-то, вот она наша блокировка. И пока все это дело снято с машины, хочу показать принцип ее работы, собственно, что мы вообще сделали. В стандартном режиме при вращении вала у нас используется только одна ось. Вот в данном случае левая сторона не вращается. При необходимости, если нам надо там преодолеть какую-то горку или мы просто забуксовали, по нажатию кнопки у нас шток включает блокировку дифференциала, и в данном случае у нас уже, естественно, вращается в обе стороны. Выехали, нужда отпала, опять разблокировались и поехали дальше. Все, подкачали. Вторую кнопку нажимаешь. Вот лампочка горит. Вторую кнопку нажимаешь. Лампочка выключилась. Diff off. Всем привет! Мы, собственно, закончили установку блокировки. Позже будет видео с результатами, как она работает. А сейчас покажем, как это все выглядит в интерьере. Собственно, все установлено под диваном. Работает это у нас от компрессора. Давление накачивается в ресивере. И также для сброса установлен клапан. Соответственно, при создании давления шток вилки у нас включает блокировку. После того, как ее нужно отключить, давление сбросили, блокировка снялась. Те самые две кнопки. Одна кнопка у нас сделана с индикацией. После того, как блокировка включилась, у нас есть индикация о том, что она включена. Значит, работает следующим образом. Зажимаем. Держать приходится примерно секунд 5-6. Давление накачали. Заводим. Пока она у нас не включилась, немножечко нужно проехать. Индикация, блокировка включена. Нужно разблокироваться. Второй кнопкой сбросили давление. Блокировка включена.